14 миллионов квадратных километров, и это самый маленький океан на Земле, и самый загадочный. Северный Ледовитый. Место, где полгода не восходит солнце. Океан, который человечество веками считало безжизненным пространством. Ледяной пустыней, покрытой панцирем вечной мерзлоты. Арктический бассейн раскинулся вокруг полюса, как белая шапка на голове планеты. Его берега – побережье 5 государств – России, Канады, США, Норвегии и Дании. Средняя глубина – 1225 метров. Немного по океанским меркам, но в отдельных точках дно проваливается до 5,5 километров. Это котловина Нансена, названная в честь человека, который первым решился вморозить корабль в лед и дрейфовать вместе с ним. Хребет Ломоносова делит океан пополам, протянувшись на 1800 километров, от Новосибирских островов до острова Элсмер. Подводный горный массив высотой с Альпы, о существовании которого никто не подозревал до 1948 года. Он разделяет два мира – Амиразийский бассейн и Евразийский. Два бассейна, два характера, два набора течений. Но один океан. Конец зимы. Полярная ночь. Температура воздуха минус 43. Поверхность океана скована паковым льдом толщиной в 2-3 метра. Кажется, что здесь нет ничего живого, но под ледяной коркой в непроглядной тьме происходит странное. Микроскопические водоросли, ледовые диатомии, цепляются к нижней поверхности льда. Они ждут, терпеливо, месяцами. Они не растут, не делятся, почти не дышат. Они пережидают тьму, как семена пережидают зиму в промерзшей земле. Эти водоросли – основа всего. Первое звено в цепи, которое тянется от одноклеточных организмов к 10-тонным китам. Без них Арктика действительно была бы безжизненной. Начало весны. Над горизонтом появляется узкая полоска света. Впервые за 4 месяца. Солнце еще не взошло по-настоящему, оно лишь задевает краем небосвод. Но для диатомей этого достаточно. Они начинают делиться. Медленно, потом быстрее. К апрелю нижняя поверхность льда покрывается бурым ковром. Миллиарды клеток на каждом квадратном метре. Это выглядит как грязь, но это двигатель арктической жизни. Свет запускает цепную реакцию. Диатомеи кормят рачков-копипод, существ размером с рисовое зерно. Копиподы кормят рыб. Рыбы – тюленей. Тюлени – медведей. Одна клетка водорослей, невидимая без микроскопа, связана прямой линией с крупнейшим хищником планеты. Середина весны. Архипелаг Шпицберген, 78 градусов северной широты. В снежной берлоге, вырытой на склоне горы еще в октябре, самка белого медведя открывает глаза. Она не ела 5 месяцев. За это время ее тело сожгло почти половину жировых запасов, около 100 килограммов. Для любого другого млекопитающего такая потеря означала бы гибель. Для медведицы – норму. Ее организм переключился в режим, который ученые называют «ходячей спячкой». Метаболизм замедлен, но сознание не отключается. Она спала, просыпалась, кормила потомство и снова засыпала. 5 месяцев в камере из прессованного снега размером с платяной шкаф. Рядом с ней 2 медвежонка. Каждый весит не больше крупной кошки – 600-700 граммов при рождении. Сейчас, спустя 3 месяца, они набрали по 10 килограммов. Исключительно на материнском молоке, жирность которого достигает 33%, в 10 раз жирнее коровьего. Это молоко по консистенции ближе к сливочному маслу, чем к тому, что мы наливаем в кофе. Самка пробивает стенку берлоги. Свет. Ослепительный, невыносимый после месяцев темноты. Медвежата впервые видят мир. Он белый, плоский и необычно пахнет. 3-4 дня семья проведет возле берлоги. Мать будет подниматься на задние лапы, нюхать воздух, оценивать обстановку. Главная угроза – самцы. Взрослый самец белого медведя весит до 700 килограммов и способен убить медвежат, если встретит их на открытом льду. Не из-за голода.
Природа устроена прагматично. Потеря детенышей заставляет организм самки снова готовиться к размножению. Медвежата будут кататься по склону, зарываться в снег, падать и подниматься. Они играют. Но каждая игра – это тренировка мышц, которые через 2 года должны будут удерживать 400-килограммовое тело на скользком льду во время охоты на тюленей. Кольчатая нерпа – главная добыча белого медведя и самый многочисленный тюлень Арктики. Около 7 миллионов особей. Она мелкая по тюленьим стандартам – 60-70 килограммов, длина тела – 1,5 метра. Но ее размер не слабость, а стратегия. Нерпа способна поддерживать дыхательные отверстия, продухи, в толстом льду. Она скребет лед когтями передних ластов, проделывая конусообразные лунки. Одна нерпа обслуживает до 15 таких отверстий на территории в несколько квадратных километров. Каждые 5-8 минут она всплывает к одному из них, делает вдох и снова ныряет. Трудная жизнь, подчиненная ритму дыхания. Сейчас, в апреле, в снежных камерах над дыхательными отверстиями прячутся детеныши. Белек, так называют новорожденного нерпенка. Белый мех, черные глаза. Вес при рождении около 4,5 килограммов. Он не умеет плавать и не умеет нырять. Единственное, что он умеет – сосать молоко и ждать мать в снежном укрытии. Самое уязвимое существо в самом суровом месте на Земле. Медведица ведет детенышей к морскому льду. Путь от 15 до 50 километров. Для медвежат, которые весят меньше средней домашней собаки, это марафон. Они бредут за матерью, проваливаясь в снег по брюхо, останавливаясь, скуля. Мать не оглядывается, она чует лед, а лед – это жизнь. Точнее, то, что живет подо льдом. Белый медведь, хотя и считается крупнейшим наземным хищником, фактически является морским млекопитающим, проводящим большую часть жизни в дрейфующих льдах и воде. Его латинское имя Ursus maritimus – морской медведь. Он зависит от льда, как орел зависит от воздуха. Лед – его охотничья платформа, его дорога, его дом. Без льда он 400-килограммовый хищник, лишенный среды обитания. Конец весны. Солнце больше не заходит. 24 часа света. Температура поднимается до -10, и лед начинает меняться. На его поверхности появляются лужи талой воды, ярко-голубые, как осколки тропического моря, вмонтированные в белую равнину. Эти лужи – линзы, фокусирующие свет и проталкивающие его вглубь, под лед. Диатомии, получившие дополнительную энергию, взрываются ростом. Океан просыпается. Вдоль кромки льда, там, где белое поле обрывается в открытую воду, начинается охота. Миллиарды рачков поднимаются к поверхности вслед за планктоном. За ними арктическая треска. Небольшая рыба, 25-30 сантиметров, но ее здесь столько, что косяки тянутся на километры. Треска – валюта Арктики. Ею платят за право жить в этих водах. Пролив Ланкастера. Канадский арктический архипелаг. Из глубины поднимаются силуэты, которые средневековые моряки принимали за единорогов – нарвалы. Самцы несут на голове бивень, видоизмененный левый клык, длиной до 3 метров. Он растет по спирали, всегда против часовой стрелки. Это не оружие. Последние исследования показали, что бивень пронизан 10 миллионами нервных окончаний. Он чувствует изменения температуры, давления, солености воды. Фактически, это гигантский сенсорный орган, вынесенный за пределы тела. Нарвалы – одни из самых глубоко ныряющих китов, до 1800 метров, по 25 минут без единого вдоха. На такой глубине давление расплющивает легкие в плотные комки ткани, ребра сжимаются к позвоночнику, сердцебиение падает до 4-6 ударов в минуту. Тело нарвала устроено так, чтобы выдерживать нагрузки, при которых человеческий организм перестал бы существовать. Их около 80 тысяч на всю Арктику. Немного. Они не мигрируют в теплые воды, как горбатые киты, не выходят за пределы ледовой зоны. Нарвал – абсолютный северянин, привязанный ко льду так же крепко, как белый медведь. Над открытой водой кружат толстоклювые кайры, морские птицы, больше похожие на пингвинов, чем на чаек.
Они гнездятся на скалах Новой Земли, земли Франца Иосифа Шпицбергена, колониями по 100-200 тысяч пар. Птичий базар, гвалт, теснота, непрерывная борьба за каждый каменный карниз шириной в 2 ладони. Кайра не строит гнезда, она откладывает одно единственное яйцо прямо на голую скалу. Яйцо грушевидной формы, не случайно. Если его толкнуть, оно не скатывается, а катится по кругу, оставаясь на месте. Природа потратила много времени, чтобы рассчитать геометрию одного яйца. Птенец вылупится через 32 дня, еще через 21 день прыгнет со скалы, не умея летать, с высоты 200-300 метров. Маленький пуховой комок будет падать, расставив нелепые обрубки крыльев, и приземлиться на камни или в воду. Те, кто выживет, а выживают около 70%, уплывут с отцом в открытый океан. Мать останется на скале. Отец будет кормить птенца в море еще 2 месяца, пока тот не встанет на крыло. Тем временем медведица охотится. Техника – засада у дыхательного отверстия нерпы. Стоять неподвижно, часами, иногда сутками. Медведь ложится на лед, прижимается мордой к лунке и ждет. Его черный нос, единственное темное пятно на белом теле, прикрыт лапой. Максимальная маскировка. Нерпа всплывает на долю секунды. Вдох. И в этот миг полтонны мышц, костей и меха обрушиваются на нее. Один удар лапой. Иногда этого достаточно, иногда нет. Успешна лишь 1 из 10-20 попыток. Арктическое терпение – это не добродетель, это условие выживания. Первая добыча после 5 месяцев голода. Медведица съедает шкуру и жир, самые калорийные части. Мясо часто остается, не из расточительности, ей нужен жир, топливо, которое ее тело превращает в молоко для медвежат. Начало лета, Баренцево море. Под поверхностью воды движется темная масса длиной в 13 метров. Гренландский кит – самое долгоживущее млекопитающее на планете. В 2007 году в теле одного гренландского кита нашли наконечник гарпуна, изготовленного в 1880-х годах. Это значит, что кит прожил более 130 лет, некоторые оценки дают 200. 200 лет. Это значит, что гренландский кит, плывущий сейчас подо льдом, мог родиться при Наполеоне. Он пережил эпоху китобойного промысла, когда популяция его вида сократилась с 50 до нескольких тысяч. Он слышал взрывы гарпунных пушек, которыми норвежские и американские суда расстреливали его сородичей ради китового жира, горевшего в фонарях Лондона и Нью-Йорка. Сегодня их около 10 тысяч. Вид восстанавливается, медленно, как и все в Арктике. Он не похож на синего или горбатого. Его тело массивное, без спинного плавника с огромной изогнутой головой, занимающей 3 длины. Эта голова – таран. Кит способен проламывать лед толщиной в 30 сантиметров, чтобы сделать вдох. Его череп самый прочный среди всех китов, выпуклый и покатый, как корпус подводной лодки. Под кожей гренландского кита слой жира толщиной до полуметра, 50 сантиметров термоизоляции. Однако этот жир не просто утеплитель, он запас энергии на зиму, балластный резервуар для погружений и плавучесть, удерживающая 100-тонное тело у поверхности. Гренландский кит – фильтратор. Его пластины китового уса достигают 4,5 метров, длиннее, чем у любого другого вида. Он плывет с открытой пастью, процеживая тонны воды и собирая копипод, тех самых рачков, что кормятся диатомеями. Удивительно, что одноклеточная водоросль и 100-тонный кит связаны напрямую. Середина лета. Лед отступает. Площадь ледового покрова сокращается с 15 миллионов квадратных километров зимой до 4-5 миллионов к сентябрю. Это нормальный годовой цикл, но с каждым десятилетием минимум становится все меньше. В 1980 году летний лед занимал около 7,5 миллионов квадратных километров. Сегодня вдвое меньше. Арктика теплеет в 2-4 раза быстрее, чем остальная планета. Ученые называют это арктическим усилением. Для кого-то отступающий лед – катастрофа, для кого-то – возможность. Моржи – самые крупные ластоногие Арктики после морских слонов. Самец до 1400 килограммов, длина 3,5 метра. Бивни – видоизмененные клыки, до метра. Ими морж подтягивается на льдину, как альпинист забивает ледоруб.
Само слово «морж» в некоторых скандинавских языках связано с корнем «зубоход» – тот, кто ходит на зубах. Моржи зависят от льда иначе, чем медведи. Им нужна платформа для отдыха между погружениями на дно, где они кормятся моллюсками. Морж ныряет на глубину до 80 метров, роется усами в донном иле. Каждый ус толщиной с проволоку и чувствительнее человеческого пальца. Нащупывает двустворчатых моллюсков и высасывает их из раковин. За один день взрослый морж съедает до 50 килограммов моллюсков. 6000 раковин. Нехватка льда заставляет моржей выбираться на берег тысячами и десятками тысяч. На Чукотке известны случаи, когда в одном месте скапливалось до 100 тысяч животных. В такой толпе моржи испытывают колоссальную тревогу. Они в панике давят друг друга и детенышей, страдая от нападений хищников, которые раньше не представляли для них угрозы. В эти моменты берег превращается в зону вынужденной эвакуации, где выживание становится главной задачей. Там, где лед сходит, океанское дно получает свет впервые за 8 месяцев, и на мелководьях Чукотского и Карского морей разворачивается спектакль невидимый с поверхности. Морские ежи, афиуры, мшанки, губки. Донная фауна оживает, питаясь потоком органики, падающей сверху. Этот поток называют морским снегом. Останки планктона, фекальные пелеты рачков, фрагменты водорослей. Мертвая материя, кормящая живое дно. Конец лета. Море Бафорта к северу от Аляски. Стадо белух, от 30 до 50 особей, входит в устье реки Маккензи. Белухи делают это каждый год. Они трутся о гравийное дно мелководья, сбрасывая старую кожу. Линька. Пресная теплая вода реки размягчает роговевший эпидермис, и белухи катаются по камням, как медведи трутся о деревья. Со стороны это похоже на игру, возможно, так оно и есть. Белуха – самый голосистый кит Арктики. Моряки XVIII века называли ее морской канарейкой. Она издает щелчки, свисты, трели, до 20 различных типов звуков. Это общение. Матери зовут детенышей индивидуальными позывными. Группы координируют охоту звуковыми сигналами. В мутной арктической воде, где видимость редко превышает 5 метров, звук заменяет зрение. Детеныш белухи рождается темно-серым, почти черным. Он побелеет только к 5-7 годам. Поэтому в стаде легко отличить молодое потомство от взрослых особей. Начало осени. Минимум льда. Северный морской путь от Мурманска до Владивостока полностью открыт для навигации. 5500 морских миль вдоль побережья. Когда-то этот маршрут был непроходим. Экспедиция Норденшельда в 1878 году потратила на него 2 года. Сегодня контейнеровоз преодолевает его за 10-15 дней. Это вдвое быстрее, чем через Суэцкий канал. Люди пытались покорить этот океан столетиями. Результат – список экспедиций, половина которых закончилась гибелью. Баренц, замерзший на Новой Земле в 1597 году. Франклин, пропавший с 2 кораблями и 129 людьми в 1845. Их тела будут находить еще 170 лет. Седов, не дошедший до полюса 18 километров в 1914. Арктика принимала всех, отпускала немногих. Сегодня Арктика становится транспортным коридором, стратегическим ресурсом, полем конкуренции. На дне до 22% мировых неразведанных запасов нефти и газа. Над водой кратчайшие авиамаршруты между континентами. Океан, который веками не пускал человека, теперь зовет его. Инуиты, ненцы, чукчи, юпики. Народы, которые живут на берегах этого океана тысячи лет. Для них Арктика никогда не была враждебной пустыней. Она была домом, кормильцем, учителем. Инуитские охотники читают лед так, как горожанин читает дорожные знаки. Они различают десятки типов льда по цвету, текстуре, звуку под ногой. Молодой морской лед они называют сику, прочную и надежную опору – таувак, а тот, что вот-вот треснет под ногами – аунак. Каждое слово веками служило точной инструкцией по выживанию, помогая с первого взгляда отличить дорогу от смертельной ловушки. Сегодня на Арктику смотрят спутники.
Буи-автоматы передают данные о толщине льда, температуре и солености воды в реальном времени. Подводные дроны картографируют дно. Полярные станции работают круглый год. Люди живут на льду, измеряя то, что меняется. И перемены не оставляют сомнений. Средняя температура воздуха в Арктике за последние 50 лет выросла на 3-4 градуса. Ледники Гренландии теряют около 280 миллиардов тонн льда в год. Эта вода уходит в океан, поднимая его уровень на 0,75 мм ежегодно, только из одного источника. Середина осени. Лед возвращается. Он нарастает со скоростью до 100 км в сутки, двигаясь от полюса к берегам. Молодой лед, тонкий, серый, ненадежный. Он еще не стал паком, многолетним льдом, пережившим хотя бы одно лето. Пак когда-то покрывал большую часть Арктики. Сегодня его площадь сократилась на 70% по сравнению с 1980-ми годами. Вместо него сезонный лед. Тоньше, моложе, уязвимее. Разница ощутима. Многолетний лед достигал 3-4 метров толщины. Его поверхность бугристая, твердая, засоленная временем. Сезонный лед редко толще 1,5 метров. Он ломается под давлением ветра и течений, образуя полыньи, участки открытой воды посреди ледяного поля. Полыньи – ловушки. Животное, рассчитывавшее на сплошной лед, может оказаться в воде без возможности выбраться. Для белого медведя истончение льда – разница между твердой дорогой и тонким мостом. Он тяжелее, он проваливается чаще. Расстояния между льдинами увеличиваются, медведи вынуждены плавать больше. В 2011 году спутниковый передатчик зафиксировал самку, проплывшую 687 километров за 9 дней, непрерывно, без отдыха. Она потеряла 22% массы тела и лишилась детеныша. 687 километров. Вплавь. Колоссальное расстояние. К концу осени солнце уходит, темнота опускается на океан как занавес, полярная ночь продлится до февраля. Но жизнь не замирает. Подо льдом в полной темноте арктическая треска продолжает кормиться. Она ориентируется по биолюминесценции, слабому свечению планктонных организмов. В черной воде вспыхивают крошечные голубые искры. Каждая вспышка длится 100-ую долю секунды. Этого достаточно. Арктическая треска не та треска, которую продают в магазинах. Это мелкая рыба, Бариогадус саеда, идеально приспособленная к жизни при температуре минус 1,5 градуса. В ее крови гликопротеины, работающие как антифриз. Они не дают кристаллам льда расти внутри клеток. Без этих молекул рыба быстро бы замерзла. На поверхности другая охота. Песцы выходят на лед, следуя за медведями. Они не соперники, они падальщики. Песец ждет, пока медведь поймает нерпу и наестся, а потом подбирает остатки. Симбиоз, построенный на остатках чужой удачи. Песец сам по себе чудо терморегуляции. Он начинает дрожать только при минус 70. Его мех самый теплый среди всех наземных млекопитающих, в пересчете на единицу площади. Зимой он белый, летом бурый. Летний песец и зимний выглядят как два разных животных. Начало зимы. Минус 50 градусов. Северный полюс. 4000 метров воды подо льдом. Здесь, на глубине, где давление раздавило бы подводную лодку, живут существа, которые никогда не видели солнца. Ледяные черви, арктические морские звезды, гигантские заподы, кошмарные членистоногие длиной до 45 сантиметров. Они кормятся тем самым морским снегом, частицами мертвой жизни, падающими из верхних слоев. Глубоководная Арктика – один из наименее изученных регионов Земли. Каждое погружение открывает новые, ранее не встречавшиеся виды. В 2016 году у Шпицбергена на глубине 2500 метров обнаружили сообщество организмов вокруг гидротермальных источников, подводных гейзеров, выбрасывающих воду температурой до 300 градусов. Больший контраст для существования жизни просто трудно придумать. Середина зимы. Полярная ночь в зените. Небо вспыхивает. Зеленые ленты северного сияния протягиваются от горизонта к горизонту, изгибаясь, пульсируя, переливаясь. Это заряженные частицы солнечного ветра, сталкивающиеся с атомами кислорода и азота на высоте от 100 до 300 километров.
Зеленый цвет – кислород, на высоте около 110 километров. Красный – кислород выше 200, фиолетовый – азот. Северное сияние, наверное, самое потрясающее зрелище на Земле, которое многих приводит в трепет. Конец зимы. Круг замкнулся. Диатомеи ждут на нижней поверхности льда, там же, где год назад. Медведица, похудевшая, со вторым выводком за свою жизнь, снова лежит в берлоге на Шпицбергене. Ее первые медвежата давно стали самостоятельными. Возможно, один из них сейчас лежит у дыхательного отверстия Нерпы в 400 километрах отсюда, прикрыв нос лапой. Гренландский кит, возможно, тот самый, что помнят гарпуны позапрошлого века, медленно движется подо льдом Гренландского моря. Его сердце бьется всего 10 раз в минуту. Нарвалы стоят в толще воды пролива Ланкастера, опустив бивни и анализируя температуру. Кайры пережидают зиму в открытом океане, покачиваясь на волнах в полной темноте. Они не видят берега по 4 месяца. Все замерло в ожидании первых лучей света.